Всем привет, народ! Сегодня будет видео о машине Mazda 6 GG первого поколения и только плюсы в этом видео. Машина с 2002 года по 2008 год выпускалась, было GG кузов и, как один подписчик сказал, GY. GY это был вагон полноприводный, то есть 4×4. В принципе, как и МПС. Но не в этом дело. Я не буду сейчас рассказывать всю линейку, как они выпускались, чего и как они там делались, какие движки ставились. В данный момент это не обзор. Это просто полностью плюсы и минусы, но минусы следующее видео. Только плюсы в этом видео. И я сейчас расскажу, потому что я владею этой машиной 8 лет, даже уже больше. Из-за этого, если ты ищешь Mazda 6 первого поколения, советую задержаться, подготовиться, налить чай или мануал, кто любит копаться. И я сейчас все расскажу. Постараюсь минимизировать. Меньше слов, больше дела. Погнали! Значит, дизайн машины не устаревает. Как вы видите, у нее дизайн сильно не ушел. Только задние фары. Они, конечно, стали немножечко более дурацкие для нашего года сейчас. То есть, смотрите, задние фары, конечно же, так себе. Начнем с заднего багажника. Мы сейчас говорим только о седане, потому что я им владею 8 лет. Я говорю про петли багажника. Вот эти многорычажки. Они спасают тем, что у тебя остается пространство нетронутое. Плюс заднего багажника, на данный момент тут бардак, он очень большой. У него задняя арка, вот эта вот арочка, она идет по прямой. И ты можешь сюда вмещать, и я вмещаю мотоцикл, когда еду питбайк 125-кубовый. Кто знает, тот видел у меня в инстаграме или на видео, тоже на канале. То есть вот эти вот многорычажка, это классный плюс, классное решение. Но потом эти решения, как я понял, исчезли. Из-за этого тут супер. По багажнику просто большой объем. И многорычажка вот так вот складывается. По салону начнем. Зеркала, это если не американцы, зеркала, у них свойство складываться. Это уже не плюс, это просто стандарт. Зеркала электрические, электронастраиваемые с подогревом. Когда ты включаешь подогрев заднего стекла, у тебя включается, конечно же, подогрев заднего стекла, у тебя сразу включаются и зеркала. Значит, что у нас есть? Есть отключение DSK Off. Это, то есть, трекшн система удержания, курсовой устойчивости и все остальное. Поскольку у меня простые лампы, то есть лампочки Ильича, как говорится, у меня тут получается корректор фар электрический. Так, не то. Это подсветка приборной панели. Ярче, тише. Не туда показал. Корректор фар. Значит, сопла как сопла. Альфа-Ромео, сами понимаете. Значит, что у нас тут есть? Так, по салону. Очень удобно. По поводу заднего плафона. Во всех машинах разного класса бывают плафоны сзади здесь, по бокам, да? То есть сзади по бокам. Посмотрите на этот плафон. То есть он утоплен вверху. То есть когда ты едешь, заметно, незаметно. Ночью едешь, задний ряд сидений смотрит, читает книжку, что-нибудь такое. В зеркало посмотрел, да, снимаем мы вот так вот. В зеркало посмотрел и на телефончик. Короче, тебе никогда не слепит плафон, который в некоторых машинах находится по центру и выпирает. Зеркало бьет вот так. Плафон утоплен. Если я включу сейчас свет, допустим, вот я включил свет сзади. Я просто включил свет. Тут он горит. В зеркале не видно. Он утоплен. Это офигенный плюс, когда ты едешь темной ночью. В общем, по темной дороге, и тебе всегда в зеркало бьет задний свет, то, что тебя сильно напрягает. Это плюс. Сиденье кожи, да, это салон, это Mazda, в которой мы сейчас находимся. Это считается максимальная комплектация, но при покупке я, конечно, был ужасен и тому подобное. Если вы заметили, нету диска. Это решается, конечно, Йотур. У меня в багажнике, в бардачке лежит, это не важно.
Лежит в бардачке вот этот E-Tour, там флешки втыкают, все остальное. Сзади в магнитолу воткнуто, перепаян специальный контакт, и я себе очень хорошо сделал, то есть музыка у меня нормальная. Значит, что, вот если мы тут пробегаемся, что тут есть? Тут у нас, в принципе, ничего интересного, стандартный набор идет. Коробка, ну, климат, да, климат есть, климат однозонный, авто. Климат однозонный. В минусах я расскажу о нем, что в нем, какие проблемы. Потому что особенно вот этот температурный датчик. Угу. Но это в следующем видео. Значит, климат однозонный, обязательно обдув лобаша, когда ты потеешь, у тебя если кондей в порядке, нажал, забыл, у тебя сразу же лобаш и все отпотело. Хорошо. Значит, дальше, что у нас тут? Коробка, четырехступенчатый гидромеханический автомат, не помню как называется, но он в идеальном состоянии, потому что у него запас хода хрен его знает сколько, не помню, но на нем есть офигенная штука. Сейчас покажу, что это. Это регулятор натяжения ленты между первой и второй, и третьей и четвертой, она регулирует переключение. Очень много есть видео, нет, видео мало, а вот видео есть на моем канале. Вы можете точно так же зайти посмотреть и увидеть секрет этой штуки. Я сейчас, может быть, смогу показать под капотом, но если что, все ссылки будут снизу. Если вы будете выбирать или вы уже выбрали, ездите и думаете, как раз вот эта болезнь у вас, может быть, появилась. А может, это не болезнь, а наоборот плюс. Значит, что у нас еще? Руль. Руль, да, после 200 тысяч... Это минус, ребят, да, это в другой серии. Что у нас еще? Что у нас есть? Плюс, значит, стекла. Стекла, если вы аккумулятор скинули, они у вас просто поднимаются, то есть вы поднимаете. Если вы даже до конца, до щелчка сделали, оно не будет подниматься выше. Оно останется в этом положении. То есть, если вы до конца подняли и удерживаете подольше. Ну, заведенная машина, там, тыры-пыры, и удерживаете подольше, тогда стекла обучаются на автоматический подъем. То есть до конца раз, и оно само до конца пошло, но пока, конечно, во что-то не уперлось. Тут есть, да, тоже такая система, это плюс, если вы руку всовываете, или там голову ребенок всунул, и ему не отрежет, как на американской машине, там, до 2002 года, допустим, рождения. Есть вот эти вот ограничители, и она обратно отъедет. Блокиратор, конечно, стандартно, чтобы не открывались. Детские замки на задних дверях, конечно же, есть, не без этого. Что у нас тут? Больше ничего. Блокировка, все это, все есть. Круиз-контроль, да, тут есть круиз-контроль. Тут как максималочка идет. Вот вы видите, вот эта часть, это круиз-контроль. То есть, если кто не знает, что круиз-контроль, допустим, стартанули, поехали. Очень неплохой круиз-контроль, кстати. Вот, и... Так, стартанули, поехали. Получается, чтобы вас круиз включить, вы едете на заданной скорости, зажимаете это долго. Зажимаете, пока у вас там на приборной панели не покажется круиз. То есть там зажали, появилось. И это больше, это меньше. То есть ноги убрали, едете дальше. Тормоз нажимаете, конечно же, если тормоз нажали, то у вас круиз сразу сбрасывается. Если вы делаете обгон на круизе, то это не проблема, обгон будет, когда вы вернулись в свою полосу и отпустили газ, у вас машина остается на той же прежней скорости, которая была забита в круизе. Так, что у нас еще? Еще много фишек будет, сейчас смотрите. Говорят, кстати, но это сейчас я заведу и покажу. Значит, сейчас мы завелись, машина прогревается за бортом, как мы видим, плюс 7. То есть это показывает за бортом. Если переключить, это в салоне. Ну это то есть вы регулируете сами крутилочкой вот этой. Значит, что диммер, ну подсветка. То есть это если вы включили габариты, у вас тухло стало, вы нажали это, у вас обратно ярко. Это не важно, сейчас на габаритах. Значит, болезнь это в минусы. Мы потом полезем. Вот это моргает и сейчас загорится. Это не страшно, но и напрягает лампочка. Значит, что есть в этой машине, пока мы сидим в салоне? У нее есть очень прикольная фишка. Вы видите дворники, наступила зима, вы ушли из машины и у вас они прилипли, да? Бывала знакомая ситуация. Тут совсем по-другому. Вы можете немножко вот так вот, оп,
посмотрите на дворники, они вошли в то положение под сопло обдувания. То есть можно вообще, конечно, дальше прожать, вот, то есть вот так вот. Вот, то есть вообще, вот самое идеальное сейчас они встали. Они встали как раз в тот вариант, они попадают четко на сопло. И если у вас есть автозапуск в машине, ну, как бы у меня есть, Starline стоит, это просто бомба. Оставляешь вот так вот дворники на ночь, короче, и уходишь, забываешь о том, что у тебя дворники могут прилипнуть. Ставишь, конечно, обдув в ноги, как у меня вот сейчас стоит, в ноги и на лабаш. И все, супер, ты приходишь, у тебя все тепло, все хорошо. Еще есть такая фишка, я вам сейчас покажу. Во многих машинах, ну, мы смотрим вот на кепчик, да? Ну, тут есть под эту хрень, там надписи, то, что ты пристегнулся, не пристегнулся, тут тоже напоминания всякие непонятные. Значит, вот этот у многих машин, заметил, Мерседесы, Ауди, Рейндж Роверы, вот тут подсветка. В некоторых машинах она здесь. Всем привет, снимаю на мобилу, да. Представляете, подсветка здесь. Это неплохо. То есть, если у водителя попало, представляете, вот просто, вот смотрите. Короче, у вас попало в глаз что-то, да, в глаз попало. Ночь на дворе, правильно? Ночь. Ты остановился, тебе нужно вынуть из глаза эту бяку. Ну, не знаю, ну просто муха в машине летала, ну, неважно. Ты как? Лезешь, чтобы посмотреть, а что мне попало. Открываешь этот кепчик, правильно? То есть, открываешь этот кепчик, открываешь эту херь, а у тебя светит в макушку. Фонарик светит в макушку. Тут светит тебе в глаз. Ты сможешь спокойно вот так вот вынуть, потому что у тебя фронтально светит. Ну, никак не в макушку. Просто, кто придумал фонари на дорогих машинах здесь, что были? Вы что, ребят, совсем, что ли, глупые? Ладно, поехали дальше. Есть люк. Люк не в каждой есть машине, потому что есть по комплектации. Есть шторка, она уже пыльная, но да, но машина, как вы, если вы заметили, а вы заметили, наверное, да, вот, посмотрите сюда, пробег ее 280, она пыльная, я не протирался, не готовил, как некоторые, знаете, машины там трясутся, подготовили, помыли и на съемку. Нет, машина просто работает, просто за ней слежу, просто работает. Из-за этого я сейчас обещанное снимаю то, что накопилось за 8 лет, плюсы и минусы. Смотрим дальше. Значит, люк, ну, подсветка как подсветка, ничего такого. Открываешь дверь и все нормально. Значит, люк, он может назад отъехать. Написано слайд. Можно отъехать вперед, само собой закрыть. Точно так же у нее жопка открывается. Вот так вот. То есть, тут все понятно, да? Все тут ясно. Значит, по салону все плюсы я почти сказал. По подушкам безопасности, как вы знаете, если вы читали, их тут очень много. То есть, вы видите здесь, в стойках. Значит, есть тоже тут. Конечно же, есть здесь. Здесь. Значит, сзади. Сзади тоже есть. То есть, мы уже насчитали сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, но еще есть 7, 8. То есть, если мы выйдем из машины, наверное, это лучше показать с этой стороны, вы увидите, что в сиденьях тоже есть. То есть, у нас тут 6, 8 подушек безопасности. Нифига себе, да? Музыка, по музыке, по дверным картам. Как бы, что тут сказать? В минусах я расскажу. Это все будет. Минусов, кстати, я скажу, очень насчитал больше. Значит, музыка сойдет. Мне нравится. Кожаный салон нравится. Кожа неплохая. Сзади места дофига. Просто. Вот я, допустим, ну да, я метр шестьдесят семь рост. Я сажусь тут. У меня, вот если посмотреть, ну да, бардак. Рабочий бардак. Я сажусь сзади. Мне кайфово. Я могу разложиться. 1,67 м. Спереди я сижу. У меня сиденье также настроено. 1,67 м. Мне по кайфу. Задние сиденья не регулируются. Эти регулируются по-любому. Мягкий возврат был. Странно. Ну, не знаю. Мягкий возврат это был, не был, в общем, как есть.
Значит, сзади что? Обогрев стекла это есть, конечно же. Ну как же без обогрева стекла, как я и сказал, что это все тут работает на обогреве нафиг. Значит, по поводу пепельницы сзади для курящих, конечно же, есть. Она вот она, ну, конечно, пепельница так себе. Ну, вообще она, в принципе, не нужна сзади. Нифига курить в машине. Хоть я и курящий, но сзади пошли все нафиг. Нифига курить. Короче, что у нас? По подушкам, по дверям, по музыке. Музыка, если у тебя вот этот YouTube поставил, то музыка преображается офигенно. Если еще купил Bluetooth, там в USB есть. Я, кажется, показывал, у меня было видео. Я сейчас покажу еще. Значит, поскольку я говорил, что я не подготавливался, вот он YouTower называется. Видите, у меня там флешка, это Bluetooth, вот это Bluetooth, это все нормально. Вот эта вся штука, она у меня очень хорошо работает. Закроем ее и забудем о ней. Значит, что тут есть у нас еще? У нас есть, конечно же, подстаканники. Все заняты делами. Подстаканники. Значит, есть еще первая часть. Есть вторая часть. Очень удобно. Монетница. Подогрев, значит, сидений. Все работают. И тут работает. Ну, лампочка сдохла, но это не важно. Самое интересное, когда я включаю, почему-то усиляется, слышно, печка, она усиление идет. Значит, по коробке передач. Такая интересная есть приблуда. Если я вам расскажу по коробочке, ну, стандартно. Паркинг, так, провод, до свидос. Так, смотрите, стандартно. Реверс, правильно? Нейтраль, драйв, директ, как многие говорят. S, говорят, это спорт. Она, да, она крутит просто до... Не до 3,5, если ты топишь, а до 6,5 отсечка появляется. L пониженная. Но еще есть вот эта кнопочка. Вот она спрятанная. Вот она, хоп, хоп. Смотрите на приборную панель. Когда я ее нажимаю, что происходит? Хоп. Она сейчас стоит L. Ну да, там вот повторяется все. То есть я могу даже на паркинге. Hold. Я ее нажимаю, она отпустилась, правильно? Hold — это принудительная блокировка между передними двумя колесами оси. То есть не компьютером, когда начинает пробуксовка идти, а когда ты сам принудительно сразу включил, ты видишь, что дорога дерьмо, блокируешь и попер. Ну, там, конечно, не как на джипе жесткая блокировка, там все равно как-то срабатывает по-другому. Но реально это спасало много раз на мокрой траве, когда я начинал утопать. Значит, выключим. Значит, тут у нас DSK Off. Допустим, я это включу, и у меня в правом углу появляется вот такая вот надпись. Да, DSK Off. Вот она. Это у нас отключено, трекшн, там, контроль. Так, что у нас? Значит, часы настраиваются легко. Информация, у тебя бортовой компьютер есть. Реминг, это у тебя при твоем чуть половина баки и твоей манере езды рассчитывает компьютер до заканчивания бензина. То есть, сколько ты сможешь проехать на этом баке, сколько у тебя осталось. У меня 285 км. Значит, это средняя АВ. Средняя скорость, последняя, не знаю за сколько, литры на сотню. Странно, почему у меня сейчас не горят, наверное, потому что я 3 дня не ездил. Так, все правильно. До этого, вот если вот промотать назад, литры на сотню — это мгновенный расход. Мгновенный. То есть, если я газ нажму, наверное, тоже ни хрена не будет. Да, газ нажимаю, ничего нету. Значит, это когда ты едешь, у тебя мгновенный расход идет. Окей. Это 8,8. Это у тебя на сотню расход усредненный, подсчитан компьютером. В принципе, ничего лишнего. Все, что нужно, есть. Все, можно как бы отсюда из компьютера уйти. Многие, кстати, очень жалуются, что вот этот писк, он ко всем кнопкам относится. Вот просто. Слышите? Любую кнопку я включаю. Вот, любую. Там. Ну это потому что не хочет работать. Ну, любую кнопку включаете. Короче, в настройках это можно найти на ютубе. Я не думаю, что это отдельное видео можно снимать. Это пиканье можно выключить. Многие на это как бы переживают, что их это достало пиканье. То есть дубликатор нажатия пальца. Значит, что у нас? На руле управление слева, это все понятно. Перемещение, мод это между как раз CD, там тыры-пыры, звук, громкость. Все, что нужно, есть, все продумано. В этом у нас что?
Освещение, ближний, дальний, вперед-назад, поворотники, стандартный набор, дворники, узкая скорость, потому что датчика тут нету. Вот он, датчик, тут он, ну, как вот он, его нету тут, потому что в первом поколении его не было, датчика дождя. Все регулируется с помощью вот этой вот хода. Мне хватает. Еще фишка в том, что тут есть. Здесь большая часть, я заметил, смотрите, твиттер. Правильно? Твиттер китайский, барахло. Вот он, просто на двухстороннем скотче приклеен. То есть ему по-хорошему вообще барахло. Но он офигенно добавляет звук. И когда я разобрал дверную карту, я снял треугольничек. В принципе, снимается он легко, я даже для вас покажу. Пам! Смотрите, это родной. Как тут все грязно, ёлы-палы. Надо пролить чем-нибудь. Это родной штекер, ребята. Родной штекер под вот эти твиттеры. То есть вы, в принципе... Сейчас я воткнусь обратно. Ну, не сильно колхоз, ну ладно. Этот звук, короче, к этим треугольничкам подходит штекер от родной магнитолы. Вы попробуйте снять треугольнички. Если вы увидите, кстати, там штекер, напишите мне, пожалуйста, есть у вас, какая комплектация, какой год. И я бы тоже с удовольствием прочитал. И, наверное, я был бы прав. Потому что раскинутая везде проводка, она не меняется. Хотя у машин с Bose называется, потому что у меня не Bose, видно по динамикам. У раскинутая, где Bose, там есть сзади по центру, вот прям по центру, там сабвуфер бахает. Вот, этот сабвуфер как раз усилитель под сиденьем тут пассажирским, а сабик стоит вот здесь. И он бахает, короче. Но проводку я не заметил, которая туда подходит, но очко под вырез есть на металлический. Но я не стал это делать, мне это не надо. Значит, по кондиционеру и климату я вам скажу, что есть очень прикольная фишка. Это если я сейчас включу авто. Пам! Авто. Вот он написал AC авто, включился компрессор. Но, ну ты можешь выставлять, конечно же, тут понятно сам. Это нет, это обдув. А я начал обдув сам выставлять, из-за этого ушло все. Только температуру он сам регулирует. Если ты крутишь температуру, он сам регулирует, сколько подать воздуха, куда его, как. Не знаю, чем это зашито, программа или нет. Но, допустим, я поставлю 15. Сразу перекрывает сопло с улицы и начинается холод во фронталочку. Я уже чувствую, как мне моросит тут. Угу. Значит, смотрите, какая фишка есть. Секунду. Фишка есть тут такая. Мы можем, вот АЦ написано, нажать кнопочку, пам, и у вас АЦ Эко. Экономный вариант — это расход бензина, на это расходуется, то есть экономно намного. У вас реже включается компрессор, как я понимаю, реже, да, включается компрессор, и расход бензина намного меньше становится. Вот на данный момент мы сейчас стоим 8,9. Вообще 8,4 очень экономная машина для 2 литров. Тут 2 литров LF 141 лошадиная сила без фазовращателей. Достаточно резвая, если двигатель хорошо обслуживается. И, кстати, дворники надо вернуть обратно. Вот, они вернулись. Достаточно резвая для этого. Тут у нас микрофон, хотел сказать, температуру забирает отсюда. Больше датчика нету. О минусах поговорим потом. Я думаю, догадались, о чем речь. Сопла, как в Альфа-Ромео. Вот тут все как в Альфа-Ромео. Можно, кстати, открыть. Мы увидим. Открыто, закрыто, открыто. Угу. Значит, так, продолжим. Кондей можно отключить. Пам, он отключился. Ну, одной кнопочкой, понятно. Со всего этого авто чего-то там сделали потише, настроили обратно свои 22 комфорта и все, забыли. Значит, по подушкам я рассказал. По ремням, даже по ремням в BMW не регулируются по высоте ремни. Тут регулируются. Это тоже плюс. Ну, во многих машинах, да, вот есть такая штука, как дополнительный вот пепел в машине. Замок АКПП, да, замочек.
ну, в принципе, ничего страшного. Плюсы. Дальше. Значит, есть перчаточный ящик. Вот эта штука, как в «Газели». А у меня, конечно, тут при нашей пандемии лежит все. И чеки от заправки у меня месяц сохраняются, потом выкидываются. Этот перчаточный ящик находится над соплами. Правильно? Правильно. Сопла, они охлаждаются, но зимой, когда ты включаешь подогрев, но тут все теплое. Тут получается тепленькое все и очень классно. И сюда, если перчатки кладете, у вас там, считай, как на батарее лежат перчатки. И когда вы хотите выйти, они у вас теплые. Вы одеваете на руки зимой и идете. То есть перчаточный ящик не зря так назвали. Тестирование по приборной панели. Вот ключ зажигания. Вставляем ключ зажигания в замок, не поворачиваем его, зажимаем сброс одометра, поворачиваем ключ, не заводим двигатель до зажигания. Держим, удерживаем кнопку тест. Это включился у меня видеорегистратор. Это звук не относится. Тест. Пошел тест. Хорошо, он 0,1. Это у нас ремень пристегнут или нет. Работает ли датчик. Смотрите, застегиваю, ну вы не увидите, но вы услышите. Застегиваю ремень безопасности водителя. Отлично. Отстегнул, застегнул. Пассажирский ремень почему-то не работает. Наверное, не работает из-за того, что у меня беременный мужик моргает слева. Точнее, его уже почему-то нету. Пассажирский. Вот он заморгал. Пассажирский. А задние сиденья не буду, наверное, проверять. Сами проверите. Значит, дальше следующий тест. ПАМ 0,4. Off. Это у нас, насколько я помню, дверь. Открыл дверь, она on. Все. Закрыл. Так. Закрыл. Дверь выключилась. Заметно. Так, дальше у нас что получается? Следующий тест. 0,8. Это габариты. Включил габариты, видно on. Правильно? Выключил off. Все правильно. Следующее, все легко и просто. 12. Это у нас получается стандартная хрень, тест спидометра, вы видите сами. Встает на 60, если чуть больше, в принципе, по кайфу, вы по камерам меньше будете попадать. Потому что в реальности на плюс 5-7 километров врет спидометр в Мазде. Это я проверял по GPS-у. Дальше тахометр, насколько я помню. Да, тахометр также, ничего себе, до 9 крутит, да, красота. И до 3 с копейками почти встал. Дальше. 14. Что это у нас? Это зумер. Зумер, который, я вам говорил, как-то можно отключить. Это все кнопки, которые пик-пик-пик, подтверждение идет. Оно как-то отключается. Можно найти в интернете, но я не искал. Я знаю, что это отключается. На американском каком-то видео я видел, что это легко в Мазде отключается. Дальше. 16. Что у нас такое 16? Это у нас, видно, лампочка топлива. Ну, то есть, минимум. Все тут понятно и просто. Дальше идет, наверное, сам бензин показывать, да? Он. 18. Что это было? Так, 18. Я не помню, что это так. Вот это я не знаю. Кто знает, подскажите, пожалуйста. Дальше. 22. 22 это, я вам скажу, немногие знают, но я вычитал. Вы видите 0,84, 0,85. Если я включу нагрузку, включу фары, уже 0,84, 0,85, включу печку. Вы видите, уже 0,84 ровно появляется. Включу обогрев. Ну, аккумулятор у меня тут живой и просадки нету. Это, скорее всего, потребление с аккумулятора в амперах. То есть ток идет потребление. Выключил, видите, повысилось все. Отключил все. 84. Ну, просел чуть, просел, да. Опять 85 немножко цифры и путся. Значит, дальше. 23. Это у нас... Вы видите спокойно датчик уровня топлива. Сейчас на середину встанет и останется. Точно так же аналогично слева сейчас температура двигателя. Также встала. И также на серединочку пришла. Отлично. Ну, она так будет бесконечно. Тут вся приборная гирлянда врубается. То есть это очень удобно, когда вы покупаете машину. Вы видите, какие лампочки заглушены, из какого хрена вы не знаете и зачем такую машину брать. Уже подозрения должны быть. Значит, дальше. Это у нас корректировка бортового компьютера. Я не знаю для чего. Какой-то там расход средний, топливо, тыры-пыры.
при плюсовой, при минусовой температуре по умолчанию должно быть 0. Справа от приборки, вот здесь у вас, где часы и инфо регулируется. Не знаю, что это. 10, 15, минус 15, минус 10, минус 5. 0. По умолчанию 0. Так, это у нас, дай бог, памяти-то, а? Да, точно, это остаток, примерный остаток бензина в баке, рассчитанный бортовым компьютером, если кто-то не лазил умный туда и не погнул поплавок. То есть 24 литра. То есть это при моих пробегах, сейчас справа посмотрю, у меня 283, вы видели в видео, вот Реминг написано было, 283 километра на 23 литра, то есть остатка в баке. В остальном дальше 59 я не могу сказать, не знаю, что это. 111. Оно не регулируется никак, как не нажимаясь. Не знаю, что это. Вот два пункта, я не знаю. 59 и еще вы слышали какой. В остальном вот такая вот приборная панель, она так умеет тестироваться. Совсем забыл сказать, что тут, поскольку у меня бардак в багажнике, полноразмерная докатка. Полноразмерная докатка. То есть это в принципе тоже точно такое же колесо. Если вы покупаете машину в нормальном состоянии, точно такое же колесо, вот такой же диск. Это черный я красил уже. Там лежит в этом бардаке у меня. Да, вот так вот. Надо убраться. Можете меня в комментах, конечно, закидать. Но я знаю, да, бардак. Ничего страшного. Там полноразмерная докатка. Да, сиденья как бы отстреливаются, если посмотреть, сиденья отстреливаются, вот оно. Левая часть отстрелила и правая часть отстрелила. Да, есть у меня тут, короче, вот такие вот заморочки. Просто лента 12-вольтовая. Вот он, родной плафончик, который нифига не видно им. И вот этот плафончик как раз нафиг мне нужен. А то, что я говорил под сабвуфер, вот оно, очко. Это и есть очко, короче, под сабвуфер. Вот получается вот так вот. В данный момент мы сейчас под капотом. Тут есть и уже как бы устарелые всякие таблички. Значит, что у нас под капотом, какие плюсы. О минусах поговорим в другой серии. Значит, капот, конечно же, с шумкой родной идет. Вот она шумочка такая, она уже подустала. Машина 2005 года. Очень хорошо. Плюс. Считаю, что это плюс. Бачок омывателя рядом с двигателем в подкапотном пространстве. Тут всегда тепло, когда прогрелось. И у тебя сама жижа подогревается от подкапотного пространства. В следующем поколении бачок идет под крылом. Это, я считаю, минус. Потому что там всегда холодно. И при том-то еще закидывается всяким дерьмом. Значит, чтобы еще один плюс хороший. Тут не очень видно, не буду я снимать. Дроссель. Дроссель на тросике. Видите, вот он тросик, вот он дроссель. Простецкая система дросселя. То есть не электронная, не нужно заморачиваться с моторчиками. То есть такая техническая часть, которая не выходит из строя. Датчик массового расхода воздуха, всем известный. Его тоже желательно чистить. Ну, он снимается, можно отсюда отвинтить. Чистить нужно тоже знать, как чистить. Всегда следить за ним, за дросселем следить. Фильтр вовремя менять воздушный. И будет вам счастье по расходу 8,9 примерно в городе. Поскольку я говорил про топливную систему, под этим сиденьем, если откинуть, значит, подлокотник, там лючок по центру. В этом лючке, конечно же, бензобак. То есть там стоит блок-фильтр с насосом, который подходит от 2110. Любой. Можно, конечно, пекар взять. Он рублей 700 будет стоить. И, кстати, тоже может проработать лет 5, не меньше. Потому что у меня есть видео, когда 5 лет пекар отработал. Это тоже будет видео внизу по ссылке. Штекера все подходят, все садится точно так же, никаких переделок. Просто меняется насос и все. Но если блок-фильтр, конечно, нужно поменять, он стоит тоже денег, но немало, немного точнее. Хочу рассказать отдельно про сиденье водителя. Поскольку машинка не молодая, вы видите по коже, у меня тут шов разошелся на 280 тысяч. Это я сделаю. Достаточно неплохие боковины, они еще живы. Тут тоже подмялось, можно сделать, ну, можно перетянуть и все это решить. Очень эргономично, очень сделано, продумано сиденье, так что тебя не болит ни поясница, ни спина. В этой машине, в американке есть, кстати, с памятью. В этой машине все идет полностью, как вы видите.
вниз, вверх, все тут как бы вперед, назад, а это сиденье, это заднее. Вот это вот, то есть получается. Вот эта часть, вот эта часть я вам сейчас покажу. Эта часть, это офигенная штука. Это, если вы видите, а вы не видите, это когда вы сидите, почувствуйте. Поясница вперед-назад выходит, то есть вот в этой части. Очень удобно, когда у вас спина уже заманалась на трассе на дальниках. Подогнул ее себе, выровнял получше и кайф, все, едешь дальше. Никогда я не уставал в этой машине. Да, конечно, лючок бензобака. Могли бы, конечно, сделать сюда еще открытие багажника, но не продумали. Лючок бензобака идет, как вы видите, стрелочка налево. И кто не знал, если колоночка и часто пишется налево, значит с левой стороны у вас с этой стороны заливная горловина. Если туда, то туда. И вот она как раз с левой стороны вы видите здесь. Ничего интересного не написано. То есть крышечка как крышечка. Тут вот так вот открывается крышечка на своей этой с клапаном, со всеми делами. Никаких интересностей, ничего. Вот он как раз. То, что дергает, открывает тросик. Сразу скажу, желательно к зиме промазать солидолом, чем-нибудь. Потому что, когда помоешь машину, он может замерзнуть. По поводу тормозов и подвески. Диски, конечно, тормозные в круг. Это само собой. То есть мы смотрим тут и смотрим здесь. Диски в круг, ну это само собой, просто машина такая, как бы, не 90-х годов. В остальном, как вы видите, машина как машина. Вроде бы я все сказал по этой машине. Вы можете добавить, конечно, в комментариях плюсы, минусы можете не добавлять, минусы уже есть. Хотя, пишите тоже минусы. Но, потому что эти минусы все равно войдут в следующее видео, примерно через неделю. Машина хорошая. Если у нее живая подвеска, живой двигатель и коробка. Кузов, сами знаете, о чем я говорю. Значит, передняя подвеска Макферсон, известная, сзади многорычажка. Спереди тоже многорычажка, само собой. Если у вас в порядке работает рулевая, то есть эта рейка не дребезжит, не бомбит ничего, и стабилизатор, металлические резинки-стабилизаторы, которые крепятся к подрамнику, то у вас проблем никаких нету. Сразу могу сказать. Если, короче, управляемость офигенная, резкая, острая. И на большой скорости тоже хорошо себя, очень хорошо, неплохо себя ведет, можно сказать, ну, по сравнению с Лексусами. Значит, расход у нее по трассе, если ты едешь, допустим, 120 км в час на круизе, у тебя может составить 7,5 литров. На LF17 141 лошадь. Ну, там без фаз-вращателя, как я сказал. В остальном, я говорю, пишите свои плюсы, которые я забыл. Я вроде бы все собрал за 8 лет. Может быть, что-то пропустил. На этом все. Всем пока. Как всегда, ровного давления в шинах по вашему мануалу. И скоро будет минусы. Но честно, минусов я набрал намного больше. Но это со всех машин. И за все время. Пока. Если рейка мозги не делает, какого черта ты поплыл, мать твою. На этом все. Всем пока. Пока.